Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я показываю отдельно рецепт моей шоколадной глазури на молоке, которая не трескается при нарезании, не белеет в холодильнике, то есть на ней не появляется такой белый налет после холода. Она также поддается прекрасно взбиванию, из нее получаются прекрасные вот такие шапочки у капкейков. Здесь я также показываю, как я украшаю ей торты. Прекрасно они нарезаются, простояв несколько часов в холодильнике. Видите, какой результат у этой глазури. И готовится она всего лишь из 3 ингредиентов. Главное знать пропорции, какой процент какао должен содержать шоколад. И готовить я ее буду именно на молоке. По сути, это ганаш на молоке, потому что не все могут себе позволить купить сливки 30-33% жирности. И сейчас я представляю мой рецепт. Итак, как я уже и сказала, нам понадобится здесь всего лишь 3 ингредиента. В моем случае это шоколад молочный. Здесь у меня написано здесь на этикетке, что минимум 39% какао. То есть 40% какао должно быть в шоколаде, 200 грамм мне нужно для того, чтобы украсить вот этим количеством торт 20-22 сантиметра. Также вы можете брать вот такую комбинацию из шоколада 50% и 30%. В совокупности у нас все равно по 100 грамм получится 200 грамм шоколада, 40% какао. Я это сейчас использовать не буду, я же возьму мой шоколад 39%. Минимум 39%. И шоколад должен быть именно молочный, не темный, не горький. Также нам понадобится на 200 грамм шоколада 30 грамм сливочного масла и 70 миллилитров молока 3,5% жирности. Молоко должно быть пастеризованным. Масло у меня 82%. Это очень хороший рабочий проверенный рецепт, из которого также можно делать и подтеки на торте. Сейчас в процессе видео все расскажу. Я измельчаю шоколад просто ножом и растапливаю его в микроволновке ровно 1 минуту. Микроволновка у меня мощностью 1000 Вт. Вы также можете, если у вас нет микроволновки, растопить его на водяной бане. То есть здесь разницы нет никакой. Растопился у меня шоколад до той степени, что в нем есть такие небольшие комочки. То есть они сейчас у меня разойдутся на следующем этапе, когда я буду вводить туда масло. 30 грамм уже у меня комнатная температура, не холодного сливочного масла. Еще 20 секунд в моей микроволновой печи я прогреваю это все до состояния однородности такой. И все, в принципе, смесь это готова. Я просто ее размешиваю вилкой. То же самое вы можете сделать и на водяной бане. Просто таким образом масло оно не брызгается, и так процесс происходит гораздо быстрее и удобнее. Молоко у меня комнатной температуры, не холодное тоже. Я ввожу туда все молоко и просто размешиваю. Здесь я просто размешиваю все это вилкой до однородности. И в принципе глазурь моя уже готова. Ей можно уже покрывать сейчас на данном этапе торт. Здесь, чтобы покрыть ей торт, у меня температура где-то 32-35 градусов у нее. Она у меня, вы можете ее даже и 28 градусов покрыть. Видите, я покрыла торт, также посыпала кокосовой стружкой. Это есть тоже торт на моем канале «Молочная девочка» с изюмом здесь. Я единым коржом ее выпекала. И вы посмотрите, как она прекрасно нарезается, проведя уже несколько часов в холодильнике. Нет никакого серого налета на ней. Сейчас я хочу показать, как можно взбить эту глазурь. Когда температура 28 градусов, у глазури, у ганаша, как хотите назовите эту смесь, вы можете делать из этой глазури подтеки на торте, на любом креме. Держаться будут превосходно эти подтеки, не ниже, иначе они у вас уже просто схватятся такими некрасивыми узорами на торте, но и не сильно выше, то есть 28-30 градусов. Сейчас в мерном стакане я остужу всю эту массу в холодильнике. 18-21 градус должен быть в этой массе для того, чтобы она взбивалась.
Видите, теперь взбивала я где-то минуты 2. Получается очень пышная, такая уже посветлевшая масса, которая очень хорошо держит форму. Превосходно украшаются этим ганашем шапочки у капкейков. И в чем большое преимущество этого ганаша? В том, что мы не используем сливки 30-33%, потому что очень многие пишут мне в комментариях, что просто нет физической возможности купить эти сливки. Они просто в тех регионах не продаются. И смотрите, как прекрасно держит форму уже сразу после взбивания, буквально 2 минуты, и очень-очень вкусный ганаш получается. Также и на трафарете можно узоры им делать, то есть все, что вы захотите. Выровнять торт также им можно, естественно. Если же вы захотите выровнять торт под мастику, я советую брать классический вариант ганаша на масле, 200 грамм шоколада и 100 грамм масла под мастику. Тот ганаш, конечно же, более подходящий. Если же под белковый крем вы хотите покрыть просто для изоляции начинки влажной, вы можете и эту глазурь, этот ганаш на молоке взять. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.